На третий день после оползня в Ельне военный городок замолчал так, будто ему приказали не дышать. Снег падал мокрыми хлопьями, цеплялся за черные береты, за плечи людей, за венки у клуба гарнизона. Марина Кольцова стояла у стены, держала руки по швам и не узнавала собственного тела. Еще неделю назад эти руки раскладывали пайки, подписывали накладные, грели ладони мужа после ночного дежурства. Теперь ей вложили в них полиэтиленовый пакет с вещами капитана Алексея Кольцова. Сказали сухо: погиб при выполнении. Сказали: пытался вытащить женщину с ребенком из-под завала. Сказали: тело нашли у старой насосной станции, куда вода несла глину, бревна и куски кирпича. Командующий операцией генерал-майор Романов произнес речь так ровно, будто читал список топлива на складе. Он говорил о мужестве, дисциплине, воинском долге. Марина слушала и смотрела не на него, а на маленькую трещину в кафельном полу. После церемонии ее отвели в пустой кабинет при штабе. Там пахло сырой шинелью, бумагой и дешевым табаком. Старшина поставил пакет на стол, отвел глаза и тихо сказал, что Алексей до последнего оставался со своими людьми. Марина кивнула. Слез не было. Они словно замерзли где-то под ребрами. Дома она долго не включала свет. В кухне тикали старые часы, подаренные матерью на свадьбу. На подоконнике стояла кружка Алексея с отколотым краем. Марина сняла с пакета пломбу и достала его куртку спасательного подразделения. Ткань была тяжелая от засохшей глины. На груди темнели пятна. В левом кармане лежали перчатки, нож, мокрый блокнот с расползшимися чернилами. А во внутреннем шве Марина нащупала твердый уголок. Она взяла ножницы, распорола подкладку и увидела крошечную карту памяти, аккуратно обмотанную изолентой. На изоленте почерком Алексея было выцарапано одно слово — «Молчи». Марина не сразу решилась вставить карту памяти в старый ноутбук. Она сидела за кухонным столом, а за стеной соседская девочка учила гаммы на пианино. Одни и те же ноты падали в тишину, будто кто-то осторожно проверял, жива ли квартира. Алексей никогда не прятал от нее рабочих вещей. Он был из тех мужчин, которые молчат о страхе, но честно говорят о фактах. Если он написал «молчи», значит, боялся не пустяков. Но молчать Марина умела только на людях. Дома, когда ночь опускалась на городок, память начинала требовать ответа. На карте оказалось несколько коротких файлов. Первый был снят дрожащей рукой. В кадре виднелась промокшая палатка оперативного штаба, карты на столе, рации, грязные сапоги. За брезентом ревела техника, а кто-то кашлял так тяжело, будто легкие были набиты землей. Голос Романова звучал низко и раздраженно. Он требовал остановить проход к южному склону. Там, по официальным сводкам, уже не было живых. Но в записи слышались удары по металлу и тонкий женский крик из-под обрушенного цеха. Потом Алексей почти шепотом спросил, почему нельзя пустить группу. Ответ генерала был коротким. Там находился склад, которого не должно было быть на документах. Гуманитарные грузы, топливо, генераторы, чужие подписи, чужие деньги, чья-то тщательно прикрытая кормушка. Марина слушала запись до конца, не шевелясь. Ей казалось, что кухня стала меньше. Стены придвинулись, воздух загустел, даже чайник на плите выглядел чужим. Во втором файле Алексей говорил сам. Не для начальства, не для суда, для нее. Он сидел, судя по звуку, в машине. Дождь бил по крыше. Он сказал, что если не вернется, ей нельзя никому доверять сразу, даже тем, кто будет красиво говорить о чести. Марина закрыла лицо ладонями. Голос мужа не просил мести. Он просил сохранить правду. В дверь позвонили поздно, резко, 2 раза подряд. За глазком стоял незнакомый мужчина в гражданском пальто. Мужчина представился сотрудником военной прокуратуры. Удостоверение показал быстро, как показывают вещь, которую не ждут разглядывать. Фамилия была Корнеев, лицо спокойное, глаза усталые и цепкие. Он сказал, что расследование гибели Алексея уточняет обстоятельства последних часов операции. Говорил вежливо, почти мягко, но взгляд его скользнул по столу, по ноутбуку, по распоротой куртке. Марина почувствовала, как внутри поднимается холод. Она не была наивной. В штабе она видела разных людей.
Честных, потерянных, удобных, опасных. Корнеев был из тех, кто умеет ждать ошибку. Она сказала, что плохо себя чувствует и готова прийти завтра. Он не спорил, только попросил ничего не трогать из вещей мужа. В голосе звучала не просьба, а предупреждение. Когда дверь закрылась, Марина вынула карту памяти из ноутбука и спрятала в банку с гречкой. Смешно по бабьи, но надежно. Алексей всегда смеялся, что русская кухня переживет любую проверку, если в шкафу есть крупа и соль. Утром ее вызвали в штаб. В коридоре люди отворачивались. Не все. Некоторые просто не знали, куда деть глаза. Капитан Кольцов вчера был героем, а сегодня вокруг его фамилии уже висел неприятный шепот. Начальник тыла, подполковник Журавлев, долго перекладывал бумаги. Потом сообщил, что появились вопросы к действиям Алексея. Якобы тот самовольно покинул сектор, нарушил приказ, повел людей в опасную зону и сорвал согласованный план. Марина слушала, глядя на его пальцы. На безымянном пальце остался след от снятого кольца. Человек, прячущий даже личную жизнь, учил ее верить официальной версии. Она спросила, кто подписал этот рапорт. Журавлев помолчал и сказал, что документы закрыты. На выходе ее догнал сержант Вадим Селезнев, один из бойцов Алексея. Он не поднял головы, только прошептал, что ночью у их казармы забрали Павла Кротова, радиста группы. Марина хотела спросить, куда, но Вадим уже шел прочь. А у ворот штаба стояла черная машина без номеров. После обеда Марина поехала в Смоленск к матери Алексея. Автобус дрожал на разбитой дороге, окна покрывались мутными разводами, за стеклом тянулись серые поля, редкие деревни, покосившиеся остановки с облезлой краской. Валентина Сергеевна жила в старом доме возле железнодорожных путей. Она встретила Марину в шерстяной кофте с сухими глазами и воспаленными руками. На столе уже стояли картошка, селедка, черный хлеб. В русских семьях горе часто сначала кормят, а уже потом называют по имени. Они сидели долго. Между ними лежала фотография Алексея в курсантской форме. Молодой, худой, серьезный до смешного. Валентина Сергеевна гладила край снимка и говорила, что сын с детства не мог пройти мимо чужой беды. Марина рассказала не все, только то, что против Алексея готовят ложь. Старуха не удивилась. Она тихо достала из шкафа коробку с его письмами из училища и сказала, что у честных людей враги появляются раньше наград. В одном из писем Алексей писал о человеке по фамилии Романов, тогда еще полковнике. Он умел подчинять людей не криком, а ощущением, что рядом с ним любое несогласие превращается в предательство. Марина поняла, что история началась не на оползне. Она тянулась годами. Склады, закупки, списанное оборудование, люди, которые слишком много видели и слишком мало говорили. Вечером на телефон пришло сообщение с неизвестного номера. В нем была фотография ее подъезда. Внизу короткая фраза: «Думайте о живых». Марина посмотрела на Валентину Сергеевну. Та мыла чашки, старательно не показывая, что руки дрожат. Ночью Марина почти не спала. Поезда проходили мимо дома, и каждый раз стены содрогались. Ей казалось, что где-то там, в темноте, Алексей снова идет под дождем по глине, слышит крики и понимает, что приказ стал преступлением. Утром она позвонила Вадиму Селезневу с чужого телефона. Вадим назначил встречу у старого вокзала в Вязьме. Там всегда было людно, но никто ни на кого не смотрел. Люди с сумками, солдаты-срочники, женщины с термосами, таксисты у входа. Хорошее место для разговора, который нельзя вести в тишине. Марина приехала в темном платке и старом пальто свекрови. Вадим ждал у киоска с пирожками. Он выглядел постаревшим за несколько дней. Под глазом желтел синяк, губа была рассечена. Он сказал, что Кротов жив, но его держат на территории части, оформляют нарушение связи и потерю оборудования. На самом деле радист слышал переговоры Романова с кем-то из областной администрации. Речь шла не о спасении людей, а о том, как быстрее вывести нелегальный груз до приезда комиссии. Марина спросила, почему бойцы молчали.
Вадим сжал стакан с горячим чаем так сильно, что пластик треснул. Потому что у каждого ипотека. Дети, больные родители. Потому что приказ в армии не обсуждают до тех пор, пока за него не начинают хоронить людей. Потому что после гибели Алексея всем дали понять, следующий будет не герой, а преступник. Марина не осудила его. Ей самой было страшно. Страх не делает человека подлецом. Подлецом делает решение продать чужую смерть за спокойную должность. Она показала Вадиму копию одного файла на старом телефоне. Он побледнел и перекрестился, хотя раньше смеялся над приметами. Алексей успел передать карту не потому, что собирал компромат. Он пытался застраховать своих людей. Понимал, что после операции все начнут чистить. Вадим назвал еще двух, кому можно было доверять. Фельдшера, Ольгу Гущину и водителя инженерной машины Сергея Брагина. Ольга вытаскивала раненых на южном склоне. Сергей видел, как ночью перегоняли грузовики без отметок. Марина слушала и понимала, что правда стала не вещью, а цепью. Каждый, кто прикоснется, рискует быть втянутым. На перроне объявили поезд на Москву. Вадим вдруг сказал, что через 3 дня назначена большая церемония прощания с погибшими спасателями, и там будет Романов. Ольга Гущина встретила Марину в маленькой больничной ординаторской. За окном моросил ледяной дождь, а на батарее сушились детские варежки. Ольга принесла их из приемного покоя, потому что девочка из пострадавшей семьи никак не отпускала чужую руку. На столе стояла кружка с облупившейся ромашкой. В ординаторской пахло йодом, мокрой шерстью и усталостью. Ольга говорила негромко, но каждое слово будто проходило через внутренний фильтр. Она видела, как Алексей спорил с Романовым. Видела, как генерал запретил вскрывать завал у старого цеха, хотя тепловизор показывал живых. Видела, как через полчаса туда подъехали 2 грузовика под брезентом. Но свидетельские показания — это бумага. Бумагу можно потерять, признать ошибочной, подписать под давлением. Карта памяти была опаснее. Она говорила голосами тех, кто привык говорить приказами. Сергей Брагин пришел позже. Большой, сутулый, с лицом человека, которого жизнь научила не спорить с начальством. Он долго молчал, потом положил на стол помятый путевой лист. В нем были исправлены время и маршрут. Сергей хранил оригинал, потому что Алексей когда-то помог его сыну устроиться на лечение в военный госпиталь. Не по знакомству, а по закону. Просто не дал чиновникам отмахнуться. Так у Марины появились люди, не герои с плакатов. Обычные, испуганные, измученные, но еще не сломанные. Они решили не идти сразу в местное управление. Слишком много нитей вело туда же, где сидел Романов. Нужно было поднять доказательства выше, туда, где скандал станет опаснее замалчивания. Ольга предложила использовать церемонию. Там будут представители округа, пресса, родственники погибших, ветераны. Романов сам соберет свидетелей, потому что любит стоять в центре скорби. Марина молчала. Она думала о Валентине Сергеевне, о фотографии Алексея, о том, что публичная правда тоже может убивать. Потом она сказала, что согласна. В тот же вечер у ее квартиры аккуратно вскрыли замок. Квартира не была разгромлена. Это пугало сильнее. Кто-то действовал спокойно, без злости, как санитар на вскрытии. Выдвинутые ящики, поднятый матрас, раскрытые книги, аккуратно снятая задняя стенка старого шкафа. Крупы тоже проверили. Банка с гречкой лежала пустая на полу. Марина присела рядом и впервые за все дни заплакала. Негромко. Слезы текли сами, без рыданий, будто тело решило сделать то, что она ему запрещала. Но карта памяти была уже не там. Накануне она передала оригинал Ольге, а себе оставила дешевую пустышку, похожую по размеру. Алексей научил ее простой вещи. Если враг уверен, что нашел главное, он на время перестает искать. Через час позвонил Корнеев. Вежливо спросил, все ли у нее в порядке. Марина ответила, что устала и хочет, чтобы ее оставили в покое. Он сказал, что понимает. В его голосе не было ни сочувствия, ни злобы. Только работа. На следующий день началась новая волна слухов. В закрытых чатах части появились сообщения, что Алексей
якобы был связан с пропажей имущества во время операции, что его гибель удобна тем, кто хочет сделать из него мученика, что вдова слишком активно интересуется документами. Марина читала это в телефоне и чувствовала не ярость, а странное отвращение. Ложь была липкой, бытовой, рассчитанной не на суд, а на усталость людей, чтобы каждый сказал себе: «Наверное, там все сложнее». Валентина Сергеевна позвонила вечером. Спросила только одно: правда ли, что Лешу теперь называют вором? Марина услышала, как у старой женщины сорвался голос. И тогда поняла, что цена молчания растет быстрее страха. Ольга спрятала карту памяти в перевязочной, за старым сейфом с журналами учета. Брагин сделал 2 копии. Вадим нашел человека в окружном управлении, который когда-то служил с Алексеем в Мулино и был обязан ему жизнью. Оставалось дожить до церемонии. Ночью Марина достала парадную форму и пришила на китель мужа последнюю пуговицу. Церемонию назначили в доме офицеров. Здание было советское, тяжелое, с колоннами и длинными коридорами, где шаги звучали слишком громко. У входа стояли портреты погибших, лампады, гвоздики в ведрах с водой. Марина пришла раньше всех. На ней была форма без лишних знаков, волосы собраны туго, лицо неподвижное. Валентина Сергеевна держалась рядом, маленькая, прямая, в черном платке. Она принесла Алексею его детскую фотографию и спрятала в кармане. Романов появился перед началом. С ним приехали люди в дорогих пальто, журналисты местного канала, представители администрации. Генерал шел медленно, принимая соболезнования так, будто сам был главным пострадавшим. Он остановился перед Мариной, сказал, что понимает ее боль. Потом наклонился ближе и тихо добавил, что иногда честь семьи лучше сохранить молчанием. Марина посмотрела ему прямо в глаза. Впервые она увидела не силу, а раздражение человека, привыкшего, что мир сам расступается. В зале начались речи. Говорили о мужестве спасателей, о стихии, о трудных решениях. Никто не произнес слово «склад». Никто не сказал о людях, оставшихся под цехом. В официальной памяти им уже не нашлось места. Вадим стоял у аппаратной, куда заранее пустили его как помощника по связи. Брагин ждал у черного входа с папкой документов. Ольга сидела среди медиков с сумкой на коленях. В сумке лежала карта памяти. План был простой и опасный. Во время выступления Романова запись должна была появиться на большом экране. Одновременно копии уходили в окружное управление и одному московскому журналисту, которому доверял человек Вадима. Но за 10 минут до выступления в зал вошел Корнеев. Он сразу посмотрел на аппаратную. Марина поняла, кто-то сообщил. Или кто-то сломался. Корнеев подошел к Вадиму, положил руку ему на плечо и попросил выйти на минуту. В этот момент Ольга поднялась со своего места и медленно пошла к Марине. Ольга шла через зал, будто несла не сумку, а раненого. На нее почти никто не смотрел. В такие минуты люди предпочитают смотреть вперед, на сцену, где все объяснено и разрешено начальством. Марина поняла без слов. План разваливался. Если Вадима выведут, запись не включат. Если Ольгу остановят, карту заберут. Если сейчас промолчать, потом уже никто не поверит, что правда была так близко. Романов поднялся на сцену. Поправил листы, выдержал паузу. Он умел работать с тишиной. В ней люди казались себе виноватыми заранее. Марина вдруг вышла из ряда. Валентина Сергеевна схватила ее за рукав, но тут же отпустила. Старуха поняла. Удержать живого иногда означает второй раз похоронить мертвого. Марина поднялась к микрофону. В зале зашевелились. Романов нахмурился, но улыбку не снял. Она не стала кричать. Сказала, что жена погибшего капитана имеет право на одно слово. Что ее муж умер не потому, что нарушил приказ, а потому, что отказался бросить людей. Что за его спиной уже пишут рапорты, которые должны убить его второй раз. Корнеев двинулся к сцене. Тогда Ольга резко открыла сумку и передала карту мальчику-курсанту у прохода. Тот был сыном Брагина. Его никто не знал в лицо, и именно поэтому он оказался там. Мальчик побежал к аппаратной, где Вадим, задержанный у двери, вдруг ударил локтем выключатель пожарной сигнализации. В зале завыла сирена.
Люди поднялись, кто-то закричал, журналисты включили телефоны. В суматохе запись пошла не на главный экран, а через служебный проектор в фойе. Но этого хватило. Голос Романова разнесся по колоннам, по портретам погибших, по мокрым гвоздикам у стены. «Южный склон закрыть! Груз вывести первым!» Зал замер. Марина увидела, как лицо генерала стало серым. Но страшнее было другое. В записи следом прозвучал голос Алексея. «Там живые, товарищ генерал!» После этой фразы никто уже не мог вернуть зал в прежнюю тишину. Люди слушали, как на записи спорили о технике, о грузовиках, о сроках приезда комиссии, слышали крики из-под завала, слышали приказ, в котором человеческая жизнь весила меньше ящика с чужим имуществом. Романов попытался уйти через боковой проход. Его остановили негромко и некрасиво. Два офицера из окружной группы, приехавшие на церемонию для протокола, перегородили дверь. Корнеев больше не улыбался. Он смотрел на Марину так, будто впервые увидел не вдову, а свидетеля. Потом были месяцы. Допросы, очные ставки, экспертизы, проверки складов, фамилии в документах, которые раньше казались неприкасаемыми. Романова сняли с должности, потом арестовали. Несколько чиновников внезапно заболели, ушли в отпуск, пытались спрятаться за справками и связями. Алексея реабилитировали официально. Слова на бумаге были правильными, но Марина долго не могла их читать. Бумага возвращала честь, но не возвращала человека, который вечером ставил чайник и спрашивал, не замерзла ли она. На южном склоне нашли тела еще 3 жителей. Одну женщину успели бы спасти, если бы группа прошла раньше. Это заключение Марина прочла одна, на кухне, где все еще стояла кружка с отколотым краем. Валентина Сергеевна попросила похоронить Алексея в Смоленске, рядом с отцом. На могилу пришли его бойцы. Вадим стоял с перевязанной рукой. Ольга принесла белые хризантемы. Брагин молчал и смотрел в землю. Марина не чувствовала победы. Правда, редко похожа на победу. Она скорее похожа на тяжелую дверь, которую удалось открыть, хотя за ней холод и пустой коридор. Но когда над кладбищем поднялся ветер и зашумели березы, Марина вдруг подумала, что Алексей все-таки не исчез полностью. Он остался в тех, кто однажды испугался, но не отступил окончательно. Она положила ладонь на холодный гранит и тихо сказала, что теперь можно говорить. Подпишитесь на канал, оставьте комментарий и поделитесь этим видео.